Всем привет, друзья! И в этот прекрасный солнечный день мы идем на очередной сеанс к Спартаку. Все. Так, ну что, мы тогда сейчас потихонечку подготовим. Так, начинаем лечебный массаж с поглаживаний обязательных, чтобы руки максимально расположились. Сначала руки должны обязательно привыкнуть к коже пациента. Чувствуем напряжение в области грудного отдела. Ну, как я могу предположить, это связано с большим провождением времени, допустим, в телефоне. То есть это сидя, это сутулость, которая дает статическое постоянное напряжение. И вот по этой причине у нас у всех большинства идет проблема. Это шейный отдел, верхний, грудной. Потому что постоянно напрягается именно это отделы позвоночника в основном зачастую. Все, пока у нас идет поглаживание пока. Теперь идет у нас выжимание. Когда прохожу неделю, не больно, Тимур? Нет. Ничего. Больно обычно бывает по паравертебральным именно тканям, вот в этой области, вдоль оси позвоночника. Потому что зачастую бывают триггерные точки. Многие путают там с протрузиями, с крыжевым выпячиванием, проблемы с суставами. А оказывается, что там просто всего лишь триггерная точка, которую нужно проработать, которая дает моментальное облегчение и устраняет болевые синдромы, ощущения. Поэтому спрашивал, при проведении массажа нужно обязательно с пациентом общаться, разговаривать и потом руками чувствовать, где есть уплотнения мышечные, чтобы сделать на них акцент и максимально их больше всего проработать. В это и входит смысл лечебного массажа. Отлично. Чередуем с поглаживанием после каждого приема массажа.
Это мы делаем разминание с отягощением большим пальцем. Хорошо. Продолжаем разминание. Нет болевых ощущений? Нет. Хорошо.
Здесь не больно тебе? Нет. Хорошо. Почему спрашиваю? Потому что именно угол лопатки максимально зачастую образуются сильные, в силу статического постоянного напряжения образуются триггерные точки в этой области. Поэтому сразу спрашиваю, уточняю. Они тоже дают боль в области лопаток, руки. Прорабатываем ребра обязательно. Нигде не больно, покажи. Нет. Отлично. Хорошо. И заканчиваем обязательно поглаживание. Хорошо. Так, идем теперь в область лопатки. Руку за спину идем. Хорошо. Максимально полное расслабление. Легкость. Вот так. Отлично. Угу. Подтягиваем немножко ее. Хорошо. Хорошо. Отлично. Угу. Область лопатки самой толстая подушная мышца тоже обязательно все нужно прорабатывать. Угу. Здесь не больно, Тёр? Нет. Хорошо, все. Отлично. Угу. Хорошо. Раз. Немножко поделаем мобилизацию лопатки. Хорошо. Отлично. Угу. И немножко растяжечку. Максимально всем корпусом. Отлично. Так, немножко добавим масла. Хорошая проработка массажем является показатель гиперемии, покраснения в области мышц полностью всей спины. Как эта сторона? Нигде не больно? Нет. Хорошо.
И я всегда делаю минимум масла. Чем меньше масла, тем лучше идет проработка всех отделов позвоночника, мышц, суставов полностью, все. Потому что когда руки легко скользят, это не есть правильно. Здесь не больно тебе? Нет. Ладно, хорошо. Ну, приходили бы ко мне все пациенты, вот так я буду делать, они говорят, нет, нигде не больно, блин. Конечно, самые основные проблемы за то, что большинство человечества, это, конечно, малоподвижный образ жизни, нервы, переживания, то есть психосоматика тоже задействована здесь однозначно. То есть движение – это жизнь. Вспомнил цитату одну интересную такую грузинского кардиолога, недавно читал, который в Москве очень известный. Бактерия? Да, правильно, Тимур. Вот он говорит, что было научно доказано, что человек, чем больше он двигается, тем дольше он живет. Вот так вот. То есть на 6-7 лет он будет больше жить, если он будет больше двигаться. А у нас здесь, к сожалению, зачастую ко мне по статистике приходит очень много молодых ребят, девушек, 22-23 года уже с большими проблемами, с огромным гипертонусом мышц, проблемами онемения в руках, головные боли, головокружение, шум в ушах. Из-за чего это происходит? Из-за того, что нет движения. То есть вместо, допустим, того, чтобы посидеть там за кофе, чаями посидеть, в инстаграме полистать, за это время можно сделать приветствие солнцу, допустим, заняться йогой, сделать утреннюю зарядку, растяжку по йоге. Это было намного бы эффективнее, нежели сидеть в инстаграме и пить кофе с утра. И, кстати, кофе пить натощак тоже нельзя. Это неправильно. Поэтому вот основные проблемы у нас всего часто именно в этом. Поэтому у нас все приходят в очень сильном напряжении, зажатостью, головными болями постоянно. Потому что у нас в основном все офисные работники, если даже кто-то не офисный работник, он в основном сидит все в телефонах. Сидит, конечно же, неправильно, сутулясь. Голова находится постоянно внизу. Так как голова у нас нелегкая, около 5 килограмм весит. Соответственно, вся эта весь подзатылочная область шейного отдела, верхнего грудного отдела находится под нагрузкой в статике. Соответственно, мышцы долгое время не выдерживают такое напряжение и образуется сильный гипертонус мышц. Срабатывает мышечная память. Все, и мышцы уже, неважно в каком положении ты будешь, они не расслабляются. Они постоянно находят в напряжении. Потом со временем начинают болеть область шеи, верхнего грудного отдела. Начинается головокружение, головные боли и менее в руках. Вот оттуда и вся у нас. А если бы была бы активность со стороны, то ничего такого бы не было. Очень много людей приходит с проблемами с нервами, то есть я их называю невротики. Приходят, как я понимаю это? Понимаю это таким образом, очень сильно навязывание идет. То есть ты человек говорит, что вы знаете, вы записаны такое-то время, в ближайшее мы пока не можем. И человек начинает каждый день названивать, написывать, когда вы примете, когда. Хотя время ему уже назначено, время и дату.
То есть я уже понимаю, что этот человек уже невротик, у него есть какая-то психосоматика в голове. А человек, который уже обладает проблемами именно психосоматикой, ему, конечно же, нужен уже не мануальный терапевт и не массажист. Ему нужен именно невролог, либо психотерапевт, психолог. Но зачастую такие люди, они постоянно раздраженные, напряженные постоянно. Ты им можешь 10 раз делать и мануальной терапии, сделать массажи. При любом каком-то нервном состоянии мышцы опять запоминают это все. И начинается сильное напряжение, гипертонус мышц. Все. Поэтому что ты делал, что не сделал, все идет на обратную связь. Здесь не больно тебе? Хорошо. Так, проработаем область лопатки. Давай, вот так, отлично. Здесь по напряжению чувствую, чем правая. Угу. Так, расслабили. Угу. Легко, легко, легко. Хорошо. Отлично. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Отлично. Угу. Хорошо, Тимур. И заканчиваем обязательным поглаживанием. Прорабатываем миосистые. Между ними обязательно тоже нужно вот так вот прорабатывать. Обязательно. Потому что у нас болеть причин много может в спине. Суставы, связки, мышцы. Диски. Отлично. Хорошо. Здесь как Тимур, нигде не больно? Нет? Прорабатываем одновременно. С обе стороны. Многие спрашивают, пациенты даже пишут, что после массажа у них болит спина вся, мышцы болят. Она говорит, это нормально? Да, это абсолютно нормально. Это в пределах нормы, потому что если тебе сделали массаж
и на следующий день в течение 2-3 дней у тебя не болит спина, значит, тебе сделали его плохо, значит, тебе плохо проработали. Потому что должна быть глубокая проработка мышц спины обязательно. Это то же самое, как сходить, не занимавшись физическими тренировками, ты пошел на фитнес, и на следующий день, в течение 2-3 дней, допустим, у меня 3 дня, поболят мышцы спины. Это тоже в порядке нормы. Отлично. Скорее здесь прохожу в области квадратной мышцы поясничного отдела. Нигде не больно тебе? Нет. Не больно. Прекрасно все. Прекрасно. Верхнюю часть обязательно нужно сделать на ней акцент. И растяжка. Растяжка. Хорошо. В эту сторону мы ребра не проработали еще. Тоже обязательно прорабатываем. Отлично. Хорошо. Межреберная невралгия тоже связана с сильной гипертонусом мышц. Так как по ребрам у нас проходят нервы непосредственно, идет компрессия на них, и иннервирующая боль отдает в области грудины, грудной клетки, можем так назвать это. Поэтому ребра тоже обязательно, межреберные мышцы, вот их нужно тоже обязательно прорабатывать. То есть массажист ничего не должен упустить, ничего вообще. Максимально полностью все. Нижние зубчатые проработать, широчайшие мышцы, все. То есть все, ничего не должен упустить. Потому что у нас все взаимосвязано, и все может давать проблемную боль. Хорошо все. Угу. Так, теперь я Тимура попрошу руки положить под лоб. И будем прорабатывать область шейного отдела, подзатылочных мышц, область головы и область предплечья обязательно. Как обычно, начинаем с поглаживаний, чтобы потихоньку область привыкала. Потом начинаем делать растяжение, прогреть мышцы этой области, так как у нас после сеанса обязательно будет сделана мануальная терапия. Мышцы должны быть, суставы полностью подготовлены, потому что делать на холодную мануально делать ни в коем случае нельзя, это неправильно, это очень опасно. Угу. Вот здесь не больно, Тимур? Нет. Нет, хорошо. Вот здесь чувство напряжения вот этой мышцы. Вот здесь не больно, Тимур? Нет. Угу. Хорошо. Удобно, нормально? Да, да. И опять растягиваем, растягиваем, растягиваем. Хорошо. Область трапеции тоже максимально делаем на нее акцент обязательно. Потому что она тоже в постоянном напряжении находится. Когда мышца находится под напряжением, к этой мышце ухудшается кровообращение, кислород. И
нужно максимально это все устранять. Отлично. Угу. Хорошо. Так. О, вот это тоже. Не больно? Хорошо. Отлично. Хорошо. Угу. Угу. Вот здесь не больно тебе? Нет. Нет. Вот здесь чуть-чуть чувство немножко выпирает. Вот здесь поперечный отросток. Вот здесь прямо. Вот он прям ходит. Оно будет вот, ну, аккуратненько. Угу. И хорошее растирание прям. Тепло пошло у тебя? Да. Отлично. Сейчас как хлынет огонь. И опять растяжка. Угу. Хорошо. Масло по минимуму опять. По минимуму. Обработка плеч. Обязательно. Вот здесь не больно тебе? Нет. Хорошо. Обычно вот эта зона, вот она тоже самая болючая и напряженная. Хорошо. Отлично. Хорошо. Здесь не больно тебе? Нет.
Отлично. Хорошо. Так. Сейчас ударную технику сделаем. Так, сейчас мы Тимура попросим. Да. Видите, у нас как подскочила. Видите, вот значит энергия духа. Знаете, как после хорошего сеанса сразу прибавляется бодрости и энергии. Так, шаг вперед сделай просто, Тимур. Да. Руки в замок возьми сюда мне, пожалуйста, сначала. Да, ниже, Тимур, ниже. Вот так. Да. Себе сделай мне. Расслабься мне. Чуть-чуть повыше вот так делай, да? Достаточно, Тимур. Вдох. Выдох. Расслабь. Еще раз вдох. Выдохни. Хорошо. Не больно? Нет. Хорошо, отпускай. Отпускай руки мне. Хорошо, проверим. Средние все. Давай, вдох еще раз. Выдохни. Расслабь, расслабь, расслабь. Вот так. Вдох. Выдох. Вот так. Не больно? Нет. Угу. Так, еще кое-что. Так, теперь ляжь мне поперек вот так вот, кушетки. Да, на живот, на живот. Вот так прям. Не поперек, вот так, да. Да, вот. Опускай голову вниз, руки вперед тоже перед собой. Да. Вот так отпускай и максимально мне расслабься. Так, на кадык ничего там не давит, нормально, тебе удобно все? Давай мне вдох. Выдох, Тимур. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз вдох и выдох. Все, можно вставать. Теперь ложимся. Садимся на стульчик и прорабатываем вот с этого положения тоже. Все. Потому что, находясь в том положении изначально, не все мышцы так максимально хорошо расслабляются, как это происходит именно лежа на спине. Вот в таком положении. Вот здесь чувствую. Вот. Угу. Отлично. Хорошо. Немножко поделаем мобилизацию. Вот чувствую, вот здесь даже я, то есть просто мобилизация уже получился у нас хруст такой, да. Это возможно такое. Я то выходил, короче, здесь блок, если он джик, как раз таки произошло небольшой маленький хруст. Отлично. Немножко порастягиваем. Сделаем вдох. Выдохни. Амплитуда прекрасно. Все в порядке. Вдох, Тимур. Выдох. Хорошо. И еще раз вдох. Выдохни. Расслабь, расслабь, расслабь. Вот так. Угу. Вот в таком положении тоже немножко мы разомнем. И еще раз вдох. Сейчас немножко повытягиваем просто. Просто сделаем вытяжку легкую. Не надо. Прекрасно. Хорошо.
И окончанию сеанса просто делаем приятные, релаксирующие поглаживания. Хорошо. Вот мы закончили сеанс лечебного массажа. Я думаю, что я ничего не упустил. Все проработали то, что нужно. Все самое необходимое. И зачастую те зоны проблемные, которые приходят ко мне пациенты, тоже проработаю, Тимур. Обязательно мы вели с ним диалог. Спрашивай, что, где беспокоит, больно, не больно. Чтобы пациенту не было дискомфортно, нужно с ним обязательно общаться, иметь обратную связь, чтобы ему было не больно. Лечебный массаж заключается в том, чтобы ты максимально прорабатывал, и граница между болью и терпимо обязательно соблюдалась. То есть должно быть терпимо, но не больно. Это очень важный момент. Очень. Поэтому сейчас мы отдохнет, восстановится Тимур, и мы начнем делать мануальную терапию, снимать все функциональные блоки во всем его теле, во всех суставах. Полностью все будем прорабатывать. Спасибо.